Всем привет, с вами Дэн, и решил на Яндекс.Маркете прикупить классику от Casio и вообще посмотреть, как все работает, что за часы, что сейчас продают на Яндекс.Маркет. На самом деле очень много всего, я ссылку оставлю в описании к этому ролику. В общем, и, кстати говоря, цены мне понравились. Так, значит, ага. О, я, кстати, даже и не знал, потому что я покупал, это, оказывается, Best Watch. Ладно, прикольно совпало. Вот, там другой магазин был указан в описании, ну, видимо, так, открывать будем. Опа! Ладно, хватит разговаривать, давайте открывать. Что у нас здесь? Casio, классика. Давненько на канале не было ничего такого классического от Casio, и как раз сегодня тот самый повод. Так. Срываем все пленки. Слушайте, ну коробочка прям чувствуется. Вообще первый раз такую коробку вижу. Ну прям явно винтаж. Casio, Япония, Токио. Напечатано в Китае. Так, много тут мусора. Опа. Классика какая-то. А как тебя открывать? А вот так вот. Ничего себе. Как в старые добрые времена, у Casio по-прежнему огромная, значит, здесь инструкция, а часы непростые, здесь функционал достаточно неплохой. И купил я их на Яндекс.Маркете за 3400 рублей. Ну, понятно, что там есть всякие баллы, да, можно все это копить, поэтому мне показалось, что цена очень-очень приятненькая. Так. Опа. Стелс. Черные часы. Черный такой пластик. Вот такой вот у нас референс. AE1200WH. Classic Collection называется. Casio Collection вообще, да. Это линейка у нас, и понятно, что это вот, ну, самая-самая классика. Как FW91, только чуть больше по функционалу в этих часах. А ощущаются они, кстати говоря, вот действительно как те самые Casio, самые доступные, самые дешевые. Но это более сложная модель, и чуть-чуть она будет покрупнее. Значит, здесь у нас черный пластиковый ремешок, черный пластиковый корпус, оргстекло. Кварц с точностью 1 секунда в сутки, и заявлено, что батарейка работает здесь до 5 лет. Ну так что, слушайте, 5 лет, если эти часы прослужат, а я думаю, что они вполне прослужат, потому что Casio всегда неубиваемые часы, к тому же, ну что здесь может поломаться, да. Ремешок, кстати, достаточно мягкий, я не думаю, что он будет трескаться где-то, а это уже неплохой, знаете ли, плюс. Циферблат здесь полностью электронный. Кстати, слушайте, какой прикольный здесь вот этот маленький экранчик, который показывает часовой пояс. Прям сразу целая у нас карта, да? Все континенты, и можно наглядно видеть, как меняется пояс. Круто. Понятно, что если у вас зрение не очень, то здесь будет тяжело это все воспринимать, но, блин, прикольная реализация, и тем более в таких доступных часах, вообще класс. А вообще здесь на самом деле-то есть мировое время, да? Таймер, секундомер, 5 будильников. Гарантия, кстати, 2 года на эти часы. Есть подсветочка, есть вечный календарь, день недели, месяц и дата. И причем, знаете, что мне нравится? В отличие от тех же FW91, здесь водозащита весьма серьезная. 100 метров заявлено. 100 метров. Вот здесь, да, 10 атмосфер. И это круто. Причем задняя крышка на винтах, но в принципе все это можно реализовать и вот даже с такой задней крышкой. И мне кажется, это прям неоспоримейший плюс для подобного вида часов. Все-таки 100 метров, что называется, есть 100 метров. Да, можете сказать, что пластик будет царапаться. Слушайте, ну у меня подобные часы бывали, и в том числе от Casio, те же FW91, и ничего особого с ними не случилось. Это как надо, в общем, часы мучить, чтобы вот они уж пришли в негодность за какое-то быстрое время. Ну а надолго пластиковые часы, естественно, никто в здравом уме это и не покупает. Здесь, смотрите, вообще указано, что 10-летняя батарейка. Но я в описании продавца посмотрел 5 лет. Ну, если 10 лет, вот это прям просто бомбический. Здесь у нас что?
Прикольно идут секунды, да. То есть у нас получается есть основной циферблат. Он показывает время, да, в вашем часовом поясе. Можно смотреть время в другом часовом поясе. Здесь даже секундочки идут. И вот еще один у нас, еще одно время вот на этом субциферблате. Ну, круто. Круто. И напоминает такой авиационный прибор, да, вот, или прибор, не знаю, подлодки, и у вас вот тут что-то такое показывается, что-то довольно сложное. Причем функциональное и, знаете, достаточно наглядное, потому что, ну вот глядя на вот эти две черточки, я примерно понимаю, сколько сейчас время. И секунды еще где-то там пикают. Да, нужно присматриваться, с другой стороны, когда вы привыкаете к этому циферблату, в принципе, вот такой быстрый взгляд, и все уже ясно. Ну, кстати, вот тут еще на этой же бумажечке тоже 10 лет, плавать можно, мировое время, 1/100 таймер и подсветка. Шикардос. Кстати, по весу. Давайте глянем по весу, мне кажется, очень легкие часы. 39 грамм, даже немножко меньше. Здорово. Матовый здесь корпус. Такой, знаете, пластик приятный на ощупь. Особенно, что касается вот этого ранта верхнего. Он такой, как будто бы чуть-чуть помягче. У него немножко другой оттенок. Вот этот пожестче основной. Ну, наверное, чтобы модуль защищать. Мягкий ремешок. Насколько он может быть мягким для пластикового. Здесь, как у G-Shock'ов, да, такая специальная, как бы такая выемка, которая улучшает посадочку на ваше запястье. И знаете, я немножко в шоке. Я думал, эти часы будут из такой стилистики, ну, трэш-часы, но зато дешево. А оказалось вполне себе приятная моделька. Давайте посмотрим, что у нас по размеру. 39 на... Ну, вот в этой части, да, от ушка до ушка 45, высота 12,7, ремешок вместе крепления, наверное, 18. Ну, 17 я вот намерил. Наверное, 18 сюда влезет. Но в любом случае здесь лучше, конечно, фирменные ремешки ставить, потому что они вот здесь узкие, получается, да, вместе крепления. А дальше уже... он расширяется. Он так просто симпатичнее получается, иначе был слишком узкий ремень. Мое запястье 18,5, ну, собственно, вот. Да, они действительно невесомые на запястье. Достаточно удобно все. Вот посадка, да, вокруг прям хорошо вот этот пластик облегает запястье. Удобная посадка, слушайте. И классическое для Casio управление 4 кнопочки. Ну, инструкция у нас большая, так что кто купит, тот, конечно же, изучит это все. Но я думаю, что главное здесь это как раз часовой пояс. Это второй часовой пояс и, в принципе, ну, остальное будильники, я уж не знаю. Я, например, никогда этим не пользуюсь. А вот второй часовой пояс – это прямо оно. Контрастный здесь у нас циферблат, так что с сочетаемостью здесь как раз-таки все окей. Если бы он был тоже черный, было бы больше стелса. Но, наверное, вообще было бы там ничего не разглядеть. Вот такие у нас делишки получаются. Ну что же, честно говоря, не думаю, что тут какой-то смысл есть макро смотреть. А вот сделать выводы, я думаю, стоит. Знаете, часы лучше ожиданий. Я бы сказал, что они стоят своих денег абсолютно. У них шикарные характеристики в плане водозащиты. И в целом очень и очень приличный, насыщенный функционал. При этом они тонкие, они легкие. И как раз это вот те самые часы, которые можно брать на убой. И которые, ну уж простите за выражение, будет не жалко. Потому что все-таки G-Shock'и стоят, ну вот базовые даже G-Shock'и, это все-таки где-то уже в 3 раза дороже. А здесь часы с батарейкой на 10 лет, часы, у которых есть все то же, что у любого базового G-Shock'а, и у которых еще и приятная, очень солидная для такого плана часов водозащита в 100 метров. Слушайте, ну, как мне кажется, просто такие бомбище. Пишите ваше мнение, но мое мнение такое, знаете, прям уж восторг. В общем, кому интересно, ссылку оставил в описании. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.